Всем привет! Я Лиза Мувс, и я никогда не думала, что однажды встречу Рождество в Лондоне. А ведь для многих это заветная мечта. Но чем больше я здесь живу, тем чаще ловлю себя на мысли, что Рождество в Лондоне совсем не такое, каким мы его себе представляем. В этом видео я попробую разобраться, рождественский Лондон действительно особенный или он разочаровывает, если не знаешь его негласных правил. По дороге я покажу, как здесь на самом деле празднуют Рождество, что дарят, что едят и почему для многих эмигрантов это время оказывается самым непростым. Начинаем нашу прогулку с Selfridges, одного из самых культовых универмагов Лондона. Ему больше 100 лет. В Рождество сюда приходят не только за покупками, а скорее за ощущением праздника. Рождественские витрины в Лондоне — это отдельная традиция, и в этом году Selfridges сделали коллабу с Disney. Посмотрите, какие красивые витрины. Первый вопрос, наверное, который хочется задать, а почему, собственно, празднуют 25 декабря? Вроде бы англичане не католики. Да, вот здесь англиканская церковь, но Рождество здесь скорее такой светский, семейный праздник. И что касается религии, всего-то 6% британцев регулярно ходят в церковь. Поэтому Рождество здесь это прежде всего про семью, про такие традиции скрепные и в меньшей степени про религию. Вокруг Рождества в Англии очень много чисто семейных ритуалов. Например, елку здесь обычно наряжают уже в начале декабря всей семьей. Еще здесь очень любят украшать дома огнями, и выглядит это, честно, просто вау. А еще есть Christmas crackers, такие хлопушки, которые кладут на стол каждому. Их обязательно открывать вдвоем, тянуть за оба конца. Внутри маленький подарок и бумажная корона. И да, эта корона часто выглядит довольно по-дурацки, но в ней принято сидеть весь праздничный обед. Даже несмотря на то, что Рождество — это не совсем здесь религиозный праздник, это абсолютно не мешает британцам и всем причастным петь так называемые Christmas carols. Это песни, которые имеют, в принципе, религиозное происхождение. Вот как-то так они звучат. Мы идем с вами дальше. Я вам покажу сейчас такие традиционные подарочки британские. Я бы сказала, для туристов они традиционные. Вот, идем с вами в сторону одного магазина по Оксфорд-стрит. Видите, какое количество народу. Это у нас будний день, где-то час дня сейчас. И самое главное, что я иду по одной из самых опасных улиц с точки зрения воровства телефонов. Вот, но я рискую. Кто не рискует, тот, сами знаете, не пьет шампанское. Кстати, важно заметить, что если вы сюда приезжаете, допустим, на Новый год, здесь нет никакого празднования Нового года, и Новый год здесь не считается праздником. Праздник здесь — это Рождество. И все готовятся, закупают подарки, празднуют именно 25-го, и 25-го вообще ничего, в принципе, не работает. То есть может быть такое, что вы никуда даже в этот день не доедете, то есть даже транспорт остановится. И главное, в сам Новый год многие британцы просто ложатся спать. У них нет вот этой истории с новогодней ночью. Никто там пепел в шампанское не кидает. Здесь не отмечают праздники, так как их отмечают в России. То есть никто не отдыхает 2 недели. Буквально 2 и 3 января все уже выходят на работу. Почему я сравниваю с Россией? Мы с семьей эмигрировали оттуда в 22 году. У меня на канале есть видео с полной историей эмиграции, как мы жили до этого в Германии. Посмотрите, если интересно. А мы с вами пришли в очень типичный для Британии магазин Whittard. Это старый британский бренд, который специализируется на чае, кофе, горячем шоколаде. Сюда приходят не за роскошью, а за понятными теплыми подарками для семьи, коллег или в гости. Здесь можно даже попробовать чай и шоколад. И именно поэтому такие магазины особенно популярны перед Рождеством. Я, конечно, тоже попробовала и в итоге взяла 2 варианта шоколада в подарок. Белый со вкусом яблочного штруделя и темный со вкусом mince pie. Ну что, раз мы с вами чаечку с шоколадом уже попробовали, самое время поговорить про кухню британскую, рождественскую. Что же подают они на стол? Рождественский стол здесь довольно простой, скромный, без всяких скатертей, самобранок и повторяющийся из года в год. Главное блюдо — индейка, к ней запеченный картофель, овощи, обязательно соус грейви. На десерт — рождественский пудинг или mince pies.
Огромное количество людей приезжает в Лондон посмотреть на Christmas Lights. Вот посмотрите сзади меня, видите? Ангелочки. Вот так Christmas Lights выглядит вечером. Я, кстати, делала свою карту по самым знаковым точкам, ярмаркам с удобным маршрутом. Она у меня есть в телеграм-канале. А еще я регулярно выкладываю там подборки самых ярких событий в Лондоне, закрытые лотерейные билеты, потому что на многие мероприятия в Лондоне можно попасть бесплатно через розыгрыши. В общем, подписывайтесь, ссылку оставлю в описании и в первом комменте. Ну а мы с вами подошли к еще одному знаковому магазину, где все закупаются подарками. Называется Liberty. Но знаете, чем он примечателен? Он построен из двух кораблей разобранных деревянных. Вот видите это дерево? И там есть еще другие пасхалочки, между прочим, сейчас расскажу. Вот, обратите внимание, золотой кораблик на крыше. Он-то нам и намекает на морское и корабельное прошлое этого магазина. Еще одна необычная штука о Рождестве в Лондоне. Да и вообще в Великобритании, в Европе. Здесь принято очень быстро избавляться от елки сразу же после 25 числа. Если она у вас долго стоит, это вообще-то плохая примета и может как бы навлечь беду. И вообще в Великобритании общество такое довольно традиционное. И Royal Family, вся королевская семья, очень активно, естественно, принимает участие в праздновании Рождества. И речь короля или королевы рождественская, произнесенная 25 числа, это неотъемлемая вообще скрепа и часть традиции. Рождество в Британии связано с королевской семьей не просто так. Монархия здесь про традиции, стабильность, а не про политику или религию. Королевская семья празднует Рождество в Садрингеме и иногда появляется на рождественской службе. Это тоже часть ритуала. Мы пришли, пожалуй, в самый сказочный и, на мой взгляд, самый рождественский магазин Лондона Fortnum and Mason. Этот магазин много лет поставляет продукты для королевского двора и считается одним из самых уважаемых в городе, находится на Пикадилли. Что особенно интересно, прямо в центре Лондона на крыше этого здания живут пчелы. Они дают мед, который потом можно купить в этом магазине. И это очень по-британски роскошь такая не на показ, а в деталях и традициях. Здесь покупают подарки, с которыми сложно ошибиться. Чай, печенье, джемы, сладости, все, что ассоциируется с домом и заботой. И мне особенно понравилась вот эта коробочка с печеньем, которая еще и музыкальная шкатулка. И вот эти елочные игрушки — это просто произведение искусства. Прямо напротив Fortnum & Mason находится еще один оплот британских традиций — Burlington Arcade. В этой галерее знаете, что нельзя делать? Свистеть. И это правило существует уже больше 100 лет. За его соблюдением следят специальные смотрители Bills. Когда-то свист был сигналом для карманников, и с тех пор здесь к порядку относятся очень строго. И Лондон — это вообще вот про такие странные правила, неочевидные, и в этом тоже часть его характера. Вот вам идейка для подарка, если хотите что-то из Лондона привезти, у вас хватает бюджета. Вот этот магазин Peel, это магазин, кашемир из которого был на Джеймсе Бонде в фильме Skyfall и в разных остальных фильмах. Так что вот если привозить кашемир из Великобритании, то вот явно отсюда. Не рекламу, естественно, ни разу. Как говорится, где я и где они. Раз мы с вами прошлись по главным универмагам, нельзя не сказать про Harrods. Harrods в Рождество — это не столько магазин, сколько спектакль. Для британцев это просто символ, такая витрина люкса и изобилия. Так, не могла я пройти мимо кафе в Хэрротс. Мы довольно быстро прошли очередь. Сейчас попробуем кофе. Хороший, очень качественный американо. И мы взяли еще тирамису и авторский шоколад с карамелью. Сейчас попробуем, какой он. Что нужно понимать про Хэрротс? Это такой антипод. Например, Fortnum and Mason. Это ни в коем случае не значит, что здесь не стоит побывать, увидеть это все разнообразие, конечно, нужно хотя бы разок. Вот такой британский парадокс. Самый роскошный магазин Лондона почти не имеет отношения к тому, как британцы на самом деле празднуют Рождество. Для самих британцев Рождество совсем не про люкс. Знаете, какой здесь самый распространенный подарок? Открытка.
Да и подарки принято дарить недорогие, важно внимание, а не ценник. Ну немного для меня кофейни. Jingle bells, jingle bells. Рождество в Великобритании соткано из традиций, таких деталей важных. И вот эта елка на Трафальгарской площади, на главной площади, она ежегодно подвергается насмешкам из-за того, что она такая голенькая. Но на самом деле это тоже часть очень важной традиции. Ее привозят каждый год из Норвегии, и люди из мэрии Лондона ездят каждый раз на срезание этой елки. Это подарок Осло в благодарность за помощь Британии во время Второй мировой войны. Видите, даже тут традиция побеждает роскошь и блеск. Ах да, чуть не забыла про рождественские ярмарки. Они, конечно же, есть в Лондоне и открываются уже в ноябре. Самый известный из них — Winter Wonderland в Гайд-парке с аттракционами, огнями и шумом. Но если быть честной, мне показалось, что рождественские ярмарки в Германии все-таки атмосфернее. И, возможно, дело в том, что суть британского Рождества не в ярмарках. Вот такое оно, британское Рождество. Не про буйство красок, эмоций, а про повторяемость ритуалов, традиций, чувство опоры. Одно и то же из года в год, от песен до блюд. И, возможно, в этом чересчур быстро меняющемся мире, где нам не хватает опоры, это как раз то, что нужно, как вы думаете? Поздравляю вас с наступающим Рождеством и Новым годом и желаю всего самого светлого. И до новых видео. Пока!